Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. У нас сегодня встреча, которая будет носить обобщенный характер. Сегодня мы хотим поговорить о термине «родная душа». Что этот термин означает, что он в себя включает и почему родной душой называются такие разные взаимосвязи, феноменальные взаимосвязи, как кармические связи, родственные души и близнецовые пламена. Сегодня мы решили обобщить эти три, можно сказать, темы отдельно и собрать их воедино, для того, чтобы показать, что все эти три феномена, феноменальных взаимосвязей между родными душами, между мужчиной и женщиной, они во многом похожи, у них есть очень много общего. Их объединяет одна очень важная особенность, о которой мы сегодня поговорим. И первые, и вторые, и третьи взаимосвязи, они даны человеку, эти встречи даны человеку, ему во благо, ради его развития, духовного, личностного развития, ради улучшения его жизни. Итак, сегодня мы будем говорить о кармических связях, родственных душах и близнецовых пламенах. Еще раз, все эти три типа взаимоотношений, феноменальных взаимоотношений, называются родными душами. И начнем с того, что объясним, почему же этот термин «родные души», он включает в себя три таких разных группы взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Самое главное, что когда происходит встреча родных душ, то, что их объединяет, это всегда ощущение необычной родственности, можно даже сказать, необычайной родственности. И это ощущение внутреннее. Как правило, оно не подкреплено никакими внешними закономерностями, никакими внешними событиями. Просто это ощущение возникает у вас внутри, и вы не находите ему объяснений. Единственное, что вам приходит в голову, то, что вы встретили своего родного человека. Может быть, даже первые минуты, первые дни вы так и не будете называть друг друга, не будете называть вот эту встречу с родной душой. Но ощущение будет именно такое, что вы встретили какого-то совершенно особенного человека. И давайте начнем с самого начала, с того, какие бывают встречи, чем они характеризуются и как они в связи с этим называются. Довольно часто к нам обращаются со следующим вопросом или со следующими историями. Происходит встреча мужчины и женщины, при которой возникает спонтанное, неожиданное, ничем не объяснимое понимание. Причем это понимание может возникать как у обоих, мужчин и женщин, так и у одного из них. При этом происходит удивительная и в то же время очень естественная ситуация, когда возникает общение очень близкое, можно так сказать, основанное на взаимопонимании, на феноменальном взаимопонимании. И это общение можно охарактеризовать таким образом, что будто бы вы этого человека знали всегда. Не требуется времени для того, чтобы узнать, как говорится, узнать получше друг друга, узнать интересы друг друга, а может быть даже подстраиваться друг под друга в общении, именно в общении. Сразу же это возникает, взаимопонимание. Сразу же возникает
очень много выясняется, очень много точек соприкосновения, что у вас есть общего, общие интересы, общие занятия и даже, в конце концов, общая судьба. Что это означает? Это означает, что при таком типе взаимосвязи мужчина и женщина могли прожить, ну, скажем, 30 лет, и на протяжении этих 30 лет у них происходят синхронные события. Например, в возрасте, скажем, там 20 лет женщина вышла замуж, примерно в этом же возрасте мужчина женился. Потом она, допустим, рожает ребенка, примерно в этом же возрасте, в этот интервал времени, рождается ребенок у мужчины, только в разных семьях. Ну и так далее. Очень много разных событий, очень синхронных, очень похожих. Вот недавно было обращение, похожих вплоть до самых-самых мелочей. То есть они приобретают одни и те же вещи, они слушают одну и ту же музыку или смотрят одни и те же кинофильмы, находясь при этом в разных городах, не взаимодействуя, не общаясь друг с другом. То есть они еще не знают друг друга, но у них происходят синхронные события. И вот когда происходит все-таки их встреча, так или иначе они встречаются или знакомятся в интернете, или уже в физическом пространстве встречаются, и выясняются все эти моменты, общие моменты жизни. Очень большое удивление это вызывает. И дело даже не только в том, что вот эти события, их события, очень синхронные в жизни. То есть, еще раз повторюсь, разные семьи, разные города, они изначально не были знакомы, но происходили одни и те же события у них. Удивляет даже не это, а удивляет то, что у них на этом фоне происходит удивительное взаимопонимание, удивительное общение. Часто я привожу такой образ на индивидуальных консультациях, я спрашиваю: скажите, пожалуйста, наверное, у вас создалось такое ощущение, что вы вдвоем, мужчина и женщина, вы сидели в комнате, вы общались, потом этот мужчина, скажем, вышел из комнаты и через несколько минут зашел. Вот так вот можно охарактеризовать вашу встречу. Будто бы вы всегда друг друга знали, и этот человек просто куда-то выходил, отлучился на некоторое время, и теперь опять вошел в вашу жизнь. Вот такой вот образ. То есть знакомы эти люди долго, давно. У них очень много общего, потому что у них одни и те же программы, во многом. Одни и те же программы социальные. И возникает вопрос, какого человека я встретил, что это за удивительная взаимосвязь. И часто возникает вопрос, а что с этим делать? Ну, иногда действительно возникают серьезные проблемы в связи с этим, потому что у женщины своя семья, у мужчины своя семья, и вот они повстречались, и забыть друг друга они уже не могут. И вот это взаимопонимание они не могут исключить из своей жизни. У них эта встреча оставляет огромный отпечаток в их внутреннем пространстве, в их душе. И это то, что не выходит у них из головы. Вот такая бывает встреча. И это, безусловно, встреча с родной душой. Вот то, что сейчас я описал. Но, как в самом начале мы сказали, обратили внимание, родные души бывают разных видов, разных типов, можно сказать, да? Кармические связи, родственные души и близнецовые пламена. И каждый тип связи, он для чего-то своего. Каждая такая встреча, у нее есть свое направление, своя миссия, своя роль. Иногда эта встреча то, что называется на час. То есть люди повстречались, потом они разошлись, каждый в свою жизнь, и больше они не встречаются. Их миссия была только вот на час, такое бывает, хотя и достаточно редко. И этот час, их встреча перевернул их всю последующую жизнь, они стали жить иначе после такой встречи. Вот такой энергетический потенциал огромный заложен во встрече с родной душой. Такое может быть. Эта встреча может быть на, скажем, на несколько месяцев или, может быть, на год, на два, для того, чтобы поддержать друг друга, для того, чтобы помочь решить какие-то жизненные вопросы, проблемы.
и морально поддержать, и материально поддержать друг друга. В первую очередь морально. И, наконец, такие встречи бывают именно для того, чтобы люди воссоединились. То есть для того, чтобы они жили потом одной семьей. Все это нужно рассматривать только индивидуально. И одна из самых распространенных ошибок заключается в том, что сразу же происходит фокусирование именно на том, что нам нужно жить вместе, нам нужно быть вместе. Почему такие мысли приходят в голову? Потому что на самом деле встреча очень сильная, энергии очень много, оставляет неизгладимые впечатления. Вот. И по необъяснимым причинам очень много загадок. Первый пример, о котором я только что рассказал, это кармическая связь. То есть та связь, которая прослеживается из прошлых воплощений. То есть в прошлых жизнях вы были вместе. Как мы уже несколько раз рассказывали, такие связи бывают гармоничными и дисгармоничными. То есть если вы слышите термин «кармическая связь», это не означает, что она обязательно как наказание для вас, как что-то, что вам нужно отработать, перетерпеть и тому подобное. Совсем нет. Нам известно достаточно много случаев кармических связей, встреч с кармическим партнером, когда между партнерами, между мужчиной и женщиной присутствует гармония, и остается только порадоваться за них. Вы знаете, когда происходит консультация, и вот такие пары присутствуют на консультации, это сердце радуется на самом деле. То есть можно искренне от всей души радоваться такой связи, такой встрече. Это люди, между которыми вот это единство, оно происходит сразу же, автоматически, а оно прекрасно. Оно очень во многом прекрасно. От такой пары всегда исходит определенное излучение, гармоничные энергии. Конечно, бывают случаи и менее гармоничные, тогда, конечно, это тоже же ощущается, но тут не то, чтобы порадоваться или не радоваться такой встрече. Вы знаете, с повседневной точки зрения это, конечно, неприятно. Встретить своего кармического партнера, которому вы что-то должны, вам нужно будет отдавать долг. Кармический или, лучше говорить, энергетический долг. То есть тут можно сказать, что это неприятно, да. Но вы знаете, если копнуть чуть-чуть поглубже, то получается, что если вы встретили своего кармического партнера, которому вы что-то должны, то феномен вашей встречи будет заключаться в том, что вы автоматически начнете ему отдавать этот долг. То есть у вас внутри начнет происходить целая гамма процессов, переживаний, очень много будет внутри различных состояний, которые позволят вам начать отдавать этот кармический долг. Не всегда это бывает приятно, как правило, неприятно. Но это благо на самом деле, это по большому счету удача. Почему? Потому что когда вы отдадите этот долг, перед вами откроются двери в новую жизнь. То есть для того, чтобы человеку развиваться, по-настоящему развиваться, и духовно, и личностно, для того, чтобы ему расширять свою жизнь, для того, чтобы ему испытывать большее удовольствие, большую радость от этой жизни, ему нужно всегда двигаться вперед. А если есть старые долги, энергетические долги, в том числе и кармического характера, то это движение невозможно. Либо оно затруднено, либо это получается как на резинке. Знаете, вот человек тянется куда-то вперед, что-то достигает, а потом вот эта резинка из прошлого, она натягивается и возвращает его обратно в прошлое. И он вынужден опять проходить те же самые уроки до тех пор, пока кармический долг будет не отдан. Это кармическая связь. Она бывает гармоничной, либо не гармоничной. Но и в том, и в другом случае вы чувствуете, что встретили необычайного человека, с которым у вас необычайное взаимопонимание. Может возникнуть вопрос, если это дисгармоничная связь, какое может быть понимание в этом случае, да? Это дисгармоничное понимание. То есть вы будете с удовольствием друг с другом ругаться, с удовольствием
такая парадоксальная фраза: вы с удовольствием будете друг другом недовольны. Фраза парадоксальная, но на самом деле так. То есть вот этот негатив, который у вас есть, он поднимется и начнет выходить. И с этим нужно правильно работать для того, чтобы он вышел, вас покинул, и для того, чтобы ваши взаимоотношения гармонизировались, и дальше либо вы нормально жили гармонично, или общались гармонично, и либо вы разошлись по разным путям. Но это большая история, это нужно отдельно рассматривать. Итак, это все равно родная душа, кармическая связь. И там феноменальное взаимопонимание, либо феноменальный конфликт, который очень держит вас. Часто задают вопрос: ну вот если так плохо, если возникает конфликт, ну почему бы не расстаться? Тем более многие ваши друзья, родственники, соседи могут говорить, как ты с ним живешь, или как ты с ней живешь. Вы друг над другом издеваетесь, почему бы вам не расстаться? Но вы не сможете расстаться. Это будет очень прочная связь. До тех пор, пока вы ее не отработаете, она вас будет держать вместе. Известно немало случаев, когда пара и не выдерживала, расставались, и потом опять соединялись так или иначе, либо находили что-то очень похожее. То есть карма такая штука, ее не переспоришь. Ее можно сжечь, ее можно отработать, с ней можно что-то сделать, но пренебрегать ею невозможно. Но вообще хочется сказать самое главное, что в кармических отношениях люди встречаются для того, чтобы проработать повседневный план. То есть без этого никуда дальше вы не пойдете. Совершенно верно. Да. И да, вот именно гармоничные кармические связи — это вообще очень приятно. Таких людей наблюдать со стороны. Они встретились, чтобы строить повседневность. И у них все очень хорошо получается, слаженно. Часто они вместе бизнесом занимаются или что-то там общее у них именно в повседневности. И они даже от этого, я думаю, запитываются, и да. они живут этим. Да. И, может быть, даже не одну жизнь. То есть они это несколько жизней могут строить, вот эти отношения, а потом уже либо вместе, либо порознь идти дальше через несколько жизней или в этой же жизни. Совершенно верное замечание. Но вот этот вопрос, это очень большой вопрос, отработка повседневного плана. Мы его никак не сможем разобрать ни сегодня, ни за 2, ни за 3 встречи. У нас есть отдельный курс на эту тему, это 6-й курс обучающий. Вот там это разобрано очень подробно, на графике все это показано. То есть если человек хочет полноценно, эффективно, серьезно развиваться духовно и даже личностно, то есть выходить на другие уровни жизни, своей жизни вообще, ну вот что имеется в виду? Ну, допустим, у вас есть очень хорошая профессия, ну, скажем, вы бухгалтер или финансист, вы очень хорошо зарабатываете, вы очень довольны этим, и все хорошо, и коллектив хороший на работе, вот. Но вы чувствуете, что это вам мало, что вам очень тесно в этом всем. Вы чувствуете, что это уже не ваше, что когда-то это было вам интересно, но теперь вы здесь всего добились, все получили. И вам нужно на новый уровень. То есть вам нужно, допустим, из бухгалтеров вам хочется, очень хочется стать, там, скажем, генеральным директором какой-то компании или создать свою компанию. Вот вы без этого уже не можете, вам нужно расти. Вот для того, чтобы полностью отработать вот этот кармический план, иногда, не всегда, конечно же, вот мы не оговорились об этом, не для всех. Парный путь – это не для всех, это есть отдельная категория людей. Так вот, для того, чтобы отработать кармический план, иногда встречается кармический партнер, вы полностью отрабатываете, полностью отработали, все, вышли на другой уровень. Вот там вы уже перестаете быть тем, кем вы были, и вы выходите на качественный иной уровень жизни, и личной жизни, и профессиональной жизни и так далее. Совершенно верно. Кармический партнер встречается для того, чтобы отработать кармический план. И происходит это на самом деле вот прекрасно, когда встречаются мужчина и женщина и начинают вместе, значит, что-то делать, какой-то проект совершать, да, то они усиливают друг друга. У них происходит это, как правило, очень хорошо. Если же дисгармоничная связь, то
они также усиливают друг друга, но там усиление, знаете, такое неприятное. Ну, как можно сказать, кто-то кого-то, один из двух кого-то подгоняет плетью, может быть так даже. Такое бывает. Итак, это кармические связи. Там очень много можно рассказать. Очень много интересного. И вы знаете, как правило, очень часто, когда нам пишут и обращаются с просьбой, с вопросом, как найти свою родную душу, или я хочу найти свою родную душу, вот, как правило, обращаются с запросом именно найти своего кармического партнера. Потому что хочется найти того человека, с которым будет феноменальное взаимопонимание и очень хорошая поддержка. Вот, гармоничного кармического партнера. Дальше переходим. Есть категории людей, которые называют своей родной душой того человека, с которым у них случится необычайная любовь. Вот совершенно необычайная любовь. И вы знаете, если их спросить, зачем им это нужно, вот так вот здраво, как бы, да, то они вам не объяснят. Но это очень глубокая и очень, очень важная для них потребность, она сидит у них внутри. И опять-таки нам достаточно часто пишут, когда описывают свою жизнь, все хорошо. Есть дом, есть работа, семья, но жизни нет. Вот это нередкий случай. Нет ощущения жизни, как будто бы ничего не происходит. Все удобно, достаточно комфортно, налажено. Ну а для чего все это? Непонятно. И дело не в уме, а дело во внутренних ощущениях. Внутри ничего не происходит. Внутри все спит. Человек не живет. И вот для многих людей, для того, чтобы почувствовать вот эту жизнь, этот поток жизни, поток происходящего, им просто необходима вот такая вот любовь. Необычайная любовь, еще раз скажу. Это любовь, которая выходит из ряда вон. Это любовь, не влюбленность, не симпатия, не что бы то ни было другое, а это полет, это вдохновение, это, может быть, даже фонтан, фейерверк. Им это необходимо. Общение душами, да? И это нужно не в плане страсти, вот тут нужно уточнить, а в плане именно единства душ. И такие люди, они часто находят свою родственную душу. И с ними случаются все эти необычайные события, они парят в небесах. А перед ними открывается, или у них, сказать правильно, у них внутри раскрываются знания, у них раскрывается мудрость, раскрываются сверхспособности. Они чувствуют не только этот аромат жизни, они чувствуют жизнь всем своим существом, каждой клеточкой своего тела, всей своей душой. Окрашивается реальность в необычайные тона. И это не просто что-то экзотическое. Вы знаете, как вот мы живем, допустим, в России, да, здесь есть такой средний умеренный климат, и нам хочется куда-то поближе к экватору, для того, чтобы увидеть эти бурные краски, увидеть это лазурное море, белый песок, экзотика. Нет, дело не в экзотике. Дело не в том, что этим людям хочется чего-то такого экзотического. Им хочется целостности. Это то, что очень трудно объяснить словами. Но вот эта жажда целостности, жажда найти того человека, ту душу, которая, соединившись с тобой на духовном плане, дает вот это необычайное состояние жизни. Понимание, прежде всего. Понимание уже духовное, уже не повседневное, Да. а вот духовное понимание. Сложно подбирать эти термины, но кто встречал свою родственную душу, они поймут, о чем речь. Мы со своей стороны стараемся передать вот эту энергетику встречи в какой-то степени. А уже те люди, которые встречали, у которых были такие встречи, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Либо те, кто вот жаждет встретить такого человека.
как одна известная актриса, любимая нами, Рената Литвинова, однажды в интервью сказала, что нужно жить с человеком вот в повседневности, чтобы все было хорошо, но периодически нужно влюбляться, чтобы творить. Вот она, наверное, имела в виду как раз что-то подобное. Что-то подобное, да. Но это люди мира искусства. У них происходят такие встречи, но чаще всего такие встречи происходят с теми людьми, кто достаточно серьезно, интенсивно занимается духовными практиками. Или, по крайней мере, чувствует большую тягу, большой интерес к духовным практикам. То есть, когда жизнь человека начинает выходить на определенный уровень, то он начинает встречать своих родственных душ. Да, ну вот нам часто как раз и присылали описание таких встреч с родственной душой. Вот, например, вот вроде бы есть семья, да, все в семье хорошо, есть супруг, супруга, и прекрасное понимание, хорошая повседневность, там достаточно средств, все налажено. Но поговорить по душам не с кем. И вот это вот дикое такое желание, которое у человека всегда присутствует, чтобы именно его душу кто-то вот понял, увидел и принял. Вот именно эта жажда, она как раз провоцирует на встречу с родственной душой. Вот чаще всего это наблюдается у женщин, и это естественно. Да. Потому что женская чакра – это анахата чакра. Она более развита по природе, по своей, эта чакра более развита у женщин. Поэтому встреча с родной душой, она происходит, когда анахата чакра активизируется. А у женщин, опять-таки, она достаточно естественно активизируется. У мужчин с этим сложнее. Но это не означает, что мужчине невозможно это сделать. Просто по природе ему немного сложнее это предпринять. Там есть очень важные моменты при встрече с родственной душой, при вот этом переходе. Как-то мы упоминали об этом, даже такой термин вводили – переход или порог с большой буквы. Это переход из мира повседневного в мир духовный. И вот эта вот граница, эта грань между двумя мирами, она преодолевается, когда мы встречаем свою родственную душу. Преодолевается самым естественным образом. На 6 курсе это все очень явно показано. Мы рассказывали, там есть таблицы, по которым вы можете определить, с кем произошла у вас встреча. Также рассказывали, почему такие встречи происходят и для чего. Самое главное, именно для чего. И вот давайте проведем еще раз аналогию. Кармическая связь, родственная душа. Пока только 2 варианта возьмем, 2 типа встреч. И в том, и в другом случае вы встречаете родную душу. Вот это ощущение родственности, оно присутствует как в первом случае, так и во втором. Просто эти ощущения разные. И, соответственно, последствия таких встреч тоже разные. Перспективы такой встречи, они тоже разные. Но все равно вы говорите, это родной мой человек. Все равно вы говорите, это необычайная встреча, необычайная связь. Вот это, опять-таки, проходит красной нитью. Мы сейчас посмотрели, есть вопросы у нас в чате. Очень хорошо, большое спасибо за участие. Это мы обращаемся к тем, кто участвует в интерактиве. Те, кто просто смотрит в YouTube, вы не можете задавать вопросы, вносить комментарии. Мы обязательно разберем все комментарии, которые к нам поступят, только уже в конце встречи. Итак, это встреча с родственной душой. Сразу же нужно сказать попросту, что такие встречи с родственными душами, они происходят не для совместной жизни. И, пожалуй, в этом заложен такой элемент трагедии определенной. То есть забыть такую встречу невозможно, однозначно. Вы никогда не забудете эту встречу.
Может быть, по отношению к этому человеку у вас будут какие-то претензии, обиды, может быть, обоснованные, может быть, необоснованные. Но в любом случае вы не забудете те ощущения, которые возникли у вас, ту огромную любовь. И эта любовь очень может быть, что она будет у вас именно безусловной. И очень хорошо, если она у вас сохранится в вашем сердце. Это безусловная любовь. Если вы осознали, что встреча с родственной душой, она изначально была не для того, чтобы вы воссоединялись, то никакой трагедии в вашей жизни не будет. У вас останется только безграничная благодарность по отношению к судьбе, к Богу, по отношению к этому человеку, который явился для вас родственной душой и с которым вы встретились. Но это, как правило, происходит уже после того, как расставание произошло. Ну, как сказать, как правило, это происходит достаточно редко. Ведь очень редко осознается, что эта встреча изначально была не для совместной жизни. Нам много раз писали женщины, в основном женщины. И всегда есть, когда вот такой человек встречается, родственная душа, есть внутри где-то такое чувство, что с этим человеком вы не будете вместе. Просто признаться в себе очень сложно, когда все идет общение, взаимодействие такое сильное, и наше эго очень хочет эту связь как бы Что эго хочет просто присвоить себе присвоить, да. присвоить себе очень хочет, и уже внутренний голос, он как-то отметается на фоне эго. А потом, когда происходит расставание или там остывают немного чувства, проходит время, часто люди уже пишут, что да, вот у меня с самого начала было ощущение, что мы не будем вместе, что вот эта встреча, она необычная, но никак она не для совместной, для нашей жизни. Пожалуй, это вот исключение. Это очень редко, когда происходит это осознавание. Редко, но да, бывает. Нам только несколько раз можно вспомнить, нам присылали письма, где описывали, что вот вы знаете, действительно, вот теперь, как описывала женщина одна, по прошествии, по-моему, 10 лет, да? Да, что-то очень много там. Много лет знакомства у них было, и дистанционного знакомства, они жили в разных странах. Вот по прошествии этих лет, по прошествии всех этих необычайных событий, какие случились в их жизни, после того, как они познакомились, родственные души, только после этого приходит осознавание, что мы не должны жить вместе, и никогда не было такой задачи, что наша миссия заключалась и заключается в другом. И вот пройдя этот большой многолетний путь, путь общения, мы осознали, полностью осознали, что для чего произошла эта встреча, и мы необычайно благодарны. Необычайно, потому что все, что происходит между родственными душами, это громадный квантовый скачок развития, духовного развития, личностном развитии. Это раскрытие себя, это познание божественного, это реализация своих способностей и сверхспособностей. То есть это огромный дар, который часто блокируется вот неправильным осознаванием. Но мы об этом говорили на других встречах, мы сегодня об этом не будем подробно рассказывать. Все-таки назначение данной встречи сегодняшней – показать, что все эти три типа взаимоотношений, кармические связи, родственные души, близнецовые пламена – это наши родные души. Это удивительная встреча, необычайная связь, у которой особенная миссия, особенное предназначение. Это дар, который нужно принять, правильно осознать и воспользоваться этим даром, этим божественным даром. Во благо. Во благо, естественно, воспользоваться, да. Итак, во всех этих случаях родной человек, родная душа. Во всех этих случаях идут потоки энергии. Когда кармические связи, там свой тип энергии идет. Когда обращаются за индивидуальной консультацией, сразу же чувствуется и видно этот тип энергии. Он практически сразу же ощущается, достаточно быстро. То же самое касаемо и родственной души. Совершенно другой тип энергии. Объединяет их только то, что этой энергии много. Там идет как бы усиленный поток, усиленное взаимодействие.
Вот за счет этого большого количества энергии и происходят многие удивительные, чудесные подчас события в жизни мужчин и женщин, родных душ. Переходим к следующему. Это близнецовые пламена. Есть различные названия этого типа взаимоотношений. Звездные пары, божественные половины, близнецовые пламена. Как еще называют? Да, я не знаю. Ну, это Сейчас так много разных основные названий. вот эти названия. Мы в нашей школе используем термин «божественные пары» или «божественные половины». Причем это именно термин, то есть название. Или истинно родная душа. Или истинно родная душа, тоже так же говорим. Вот божественная половина – это именно название, пишется с большой буквы, то есть термин. Это не означает, что того человека половина и этого половина, они соединились, стали целым. Вот в нашем физическом смысле это не так. В энергетическом смысле тоже примерно не так. Очень трудно это объяснить обычными словами, потому что происходит взаимодействие на уровне атманических тел. И там такая формальная человеческая логика, она не работает. И это прежде всего это для людей, которые идут парным путем, которые рождены с этой программой парного совершенствования, потому что часто те люди, которые идут монодуховным путем, то есть одни сами по себе развиваются, они не понимают, сразу возникает такое непонимание, что ли, и могут такие двойственные образы возникать, что если половина, то значит, вот как Андрей сказал, половинка одного человека, половинка другого. Но это совершенно не значит, что одна половина мужская не может быть уже целостной, и вторая женская не может уже обрести целостность. Они могут быть уже целостными, встретиться даже целостными, но они нужны друг другу просто потому, что это вот вместе, это вообще единый организм, который может взаимодействовать, жить и выполнять свое предназначение. Просто у каждого свой путь. У кого-то парный, у кого-то нет. Но мы, как правило, говорим о парном. Да, еще раз, приходится много раз делать сноски, что мы говорим о родных душах, мы говорим о парном пути, потому что периодически присылают такие сообщения, что или комментарии, что ну а почему же человек, значит, не целостный, значит, человек изначально уже должен искать обязательно свою вторую половину, иначе он никогда не постигнет Бога. Ну, мы никогда этого не говорили, что все должны искать. Мы всегда акцентируем внимание на том, что есть люди, которые на самом деле рождены в этой жизни, а может быть и во всех остальных жизнях они, как правило, во всех остальных жизнях они делали то же самое. Это люди с базовой программой парного совершенствования. То есть, когда они находят свою пару, у них все происходит. Очень явный пример, показательный пример – это Шива и Шакти. Это божественные покровители всех близнецовых пламен. Ардханаришвара. Вот как можно назвать Шиву нецелостным? Это невозможно. Он абсолютно самодостаточный Бог. Он есть все. Он есть ничто, великое ничто. Он есть Сатчитананда. Ну и так далее. Очень много терминов. Это абсолютная целостность. Но для того, чтобы проявляться, Шиве нужна его Шакти. Всем известно, кто интересуется этой темой, что Шива без своей Шакти, он труп. То есть он просто медитирующий, ну, по-человечески выражаясь, субъект. С человеческой точки зрения. Когда Шива медитирует, это абсолют. Но с человеческой точки зрения это как бы ничто. Ну или проще, как еще сказать можно, если совсем упростить, то Шива — это абсолют, а Шакти — это повседневность. И когда они объединяются, Шива может проявляться в повседневности, а Шакти может познать абсолют. Совершенно верно. Еще раз хотим обратить внимание, особенно знатоков вот, различных теологических направлений, что это только человеческое объяснение. Как говорил Дон Хуан, это способ говорить. Полностью выразить это словами невозможно. Это нужно пережить, это нужно прочувствовать.
а потом попытаться выразить словами. Итак, близнецовые пламена. Они ищут друг друга, осознают это они или не осознают. Не для того, чтобы решать свои проблемы или вопросы в повседневности. А также они ищут друг друга не для того, чтобы просто испытать эти невероятные переживания, божественные переживания единства. Они ищут друг друга для восстановления целостности. Но это не от ума. Это не имеет ничего общего с разумными раскладками. То есть человек не сидит дома на диване и не думает о том, что он хочет стать целостным. Я хочу стать целостным, мне нужна моя вторая половина. Конечно же, не так. Это распирающая вас изнутри жажда, потребность, стремление, в том числе тоска по целостности. Это то, что у вас есть внутри, и то, что вам не дает покоя и никогда не даст покоя, чтобы у вас там не было хорошо в повседневности или плохо, сколько вы раз влюблялись, много или мало. Это вас не успокоит. Если у вас базовая программа парного совершенствования, то вы можете быть полностью удовлетворены в жизни только когда встречаете свою божественную половину. Знаешь, мне вот хочется привести пример. Очень нравится мне этот образ, эта легенда. Сократ, да? Или у Платона мы это видели в пире? У Платона. У Платона описание, да. Это древние легенды, что раньше люди, они были трех полов. То есть существовал третий пол, который объединял в себе и мужчину, и женщину. Но поскольку они были вместе очень сильны, и, соответственно, как всегда, в развитии любой цивилизации эго берет верх и хочется большего. И когда эти существа захотели добраться до богов и занять их место, боги разделили этих людей, которые объединяли в себе и мужчину, и женщину, на две половины. И таким образом лишили их силы. То есть стала женская половина и мужская половина отдельно друг от друга. И вот они обрекли их тем самым всю жизнь дальнейшую, все воплощения искать друг друга, чтобы снова соединиться. И вот в таких людях очень сильна вот эта жажда целостности своей изначальной, которая хранится где-то очень глубоко, как память. И она не дает покоя. Какой бы у вас партнер хороший ни был рядом, но вы всегда будете чувствовать, что вам нужно что-то одно, и оно вас зовет, оно вас где-то ждет. Вот вы встретите его, и тогда все, вы успокоитесь, вы обретете себя полностью, полного себя, изначального. Замечательное слово – это именно успокоитесь. На него нужно обратить особенное внимание. Вот когда происходит встреча с кармическим партнером, это тоже определенная целостность, это объединение, это удивительное феноменальное взаимодействие. Когда вы встречаете свою родственную душу, то же самое, только на духовном уровне. Но и в том, и в другом случае покоя у вас не будет. Это может быть немного упрощенное выражение. Может быть, кто-то неправильно его воспримет. Но об этом нужно говорить. Когда вы встречаете свою близнецовую половину, просто создается вокруг вас какой-то вселенский покой. Создается ваш мир. Создается необычайное облако тепла вокруг вас, в котором вы чувствуете опять-таки покой. Вот иногда спрашивают последние встречи на службе поддержки, был вопрос, чем отличается зависимость, привязанность от любви между близнецовыми половинами. Вот этим состоянием покоя. Целостность, ощущение целостности дает вам этот покой.
И если вы спросите себя, с чем это связано, то ответа не будет. Это просто феномен. Это не связано ни с повседневными событиями вашими, а не связано с вашим эмоциональным состоянием. Это не эмоции. Это связано с духовным состоянием. Эмоции и духовное состояние – это разные тела. Это астральное тело, соответственно, и будхиальные или атманические тела. Вот этим характеризуется. И эта встреча близнецовых пламен, она, можно так сказать, объединяет в себе положительные стороны и кармического партнерства, и родственных душ. Если при кармическом партнерстве у вас не будет совместного духовного развития, вы там можете духовно развиваться, но оно не будет интенсивным, во-первых, а во-вторых, оно не будет совместным. Вы будете развиваться как бы каждый в своем направлении. В чем-то помогать, в чем-то мешать друг другу, но это будут параллельные направления или вообще перпендикулярные. Но это не будет одного направления. Если при встрече с родственной душой, там наоборот, у вас очень может быть совместное духовное развитие, и оно может быть феноменальное. Вы совершаете квантовый скачок, но повседневности у вас не будет. Это не дано. То у близнецовых половинок есть потенциал воссоединения и того, и другого. Но именно потенциал. Да. Да, это очень важно. Один такой миф, он, правда, давно нам не встречался, но я думаю, что бытует до сих пор. Миф такой, что если вы встречаете свою близнецовую половину, то все у вас сразу срастается, и ничего делать не надо. Что такое половина? Вот мы соединились, и все прекрасно. И духовное прекрасно, и повседневное прекрасно, все прекрасно, ничего делать не нужно. У нас есть замечательная тема, курс 7. Иллюзия реальности. Вот там это очень подробно рассматривается, и более того, говорится, что когда вы встретите свою близнецовую половину, это будет самые мощные переживания, как со знаком плюс, так и со знаком минус. И минус будет такой, что вы ни в одном, пожалуй, кинофильме не увидите. Да, это будет все в вашей реальной жизни, в повседневной жизни, у вас на кухне, в общественном транспорте, в магазине, по дороге домой, на прогулке в лесу. Все это будет с вами случаться в самой обычной жизни и будет иметь совершенно необычайную окраску, совершенно необычайное переживание. Еще раз, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Близнецовые половины – это не те два человека, у которых задача просто встретиться. И успокоиться. И успокоиться. Вот состояние покоя вы почувствуете сразу же, наверное. С первых минут, с первых часов, когда узнаете друг друга. Оно наступит само. Это феномен. Объединяются ваши высшие тела, ваши души. И это вызывает покой, глубочайший покой. А потом вам нужно будет совершить очень большой и, как правило, очень трудный, иногда архитрудный путь воссоединения. Почему это происходит? Опять-таки у нас сегодня нет задачи об этом говорить. Это рассматривается на 6-м, на 7-м курсе. Кто совершает этот путь, кто идет этим путем, мы очень рекомендуем ознакомиться с этой информацией. Она будет для вас чрезвычайно полезна. Она вас может обезопасить от многих ошибок и многих лет, потраченных не то чтобы впустую, но как-то не очень эффективно, скажем так. Да? Итак, это встреча с близнецовой половиной. И также будет ощущение родной души. Также будет ощущение, что вы всегда знали друг друга. И совместно, параллельно с этим ощущением, у вас может возникнуть, и, как правило, возникает чувство отторжения, чувство неприятия друг друга, но только на другом плане. Вы можете не принимать друг друга в повседневности, в каких-то привычках, в каких-то проявлениях в различных. Термин «родная душа», здесь главное слово – это душа. Духовная родственность, внутренняя родственность, ничем не объяснимое единство. Вот это то, что объединяет и кармических партнеров, и родственные души, и близнецовых пламена.
А вот то, что потом происходит на повседневном плане, это, как говорится, совсем другая история. И она очень большая. И у нас очень много встреч, вот это 36-я встреча, и на прошлых встречах мы очень подробно рассматривали все эти вопросы. Пожалуйста, можете ознакомиться, посмотреть и значит, сделать для себя соответствующие выводы, в чем состоит разница, чем отличаются кармические партнеры от родственных душ и от близнецовых пламен, что между ними разъединяющего, что их отличает друг от друга. Сегодня же мы можем сказать коротко, что их отличает. Их отличает миссия их встречи. Или правильно, может быть, еще сказать, предназначение этой встречи. Предназначение встречи с кармическим партнером – это решить вопросы повседневности. Какие вопросы? Их очень много. Очень-очень много. И это только индивидуально, в индивидуальном порядке, больше никак не рассмотреть. Миссия с родственной душой встречи состоит в том, чтобы вы получили импульс, энергетический импульс в развитии, в духовном и в личностном развитии. Либо только в духовном, либо только в личностном. Например, известно очень много случаев, когда человек получает громадный импульс духовного развития. До встречи с родственной душой он ничем особенным не интересовался. После того, как произошла эта встреча, он погрузился в эзотерику, в духовность, в религию, стал ходить в храм и тому подобное. И все это совершенно естественным образом, без всяких потуг, для того, чтобы как бы надо это делать. Да? Но также известно случаев, их гораздо меньше, правда, когда встреча с родственной душой, она дает импульс в личностном развитии. Вот. И тут очень помогает гороскоп. Когда рассматриваем гороскоп человека, то он описывает, что с ним произошло после встречи с родственной душой. То видно по гороскопу, это идет просто раскрытие его потенциалов, повседневных жизненных потенциалов. Или астрологи говорят о раскрытии гороскопа, вот, активизация всех планет, их взаимодействий, ну и так далее. Для чего происходит встреча с близнецовой половиной? Это совершенно особенная история, опять-таки длинная. Коротко, для того, чтобы объединить повседневность и духовность. Для того, чтобы духовное активизировалось, очень сильно активизировалось, раскрылись те стороны, те глубины вашей души, о которых, может быть, вы ничего не подозревали, или, может быть, о которых только догадывались, или, может быть, о чем вы внутренне тосковали по самому себе. Вы чувствовали, что в вас есть какой-то потенциал, который никак не может реализоваться. Вы чувствовали, что в вас манит какая-то жизнь, которая где-то есть, но вы не знали, где и какая именно. И вот вы встретили свою близнецовую половину, божественную половину, лучше говорить. И все это раскрывается, и все это вы узнаете, и все это предстает перед вами, а потом начинается путь воплощения. Потом это начинает воплощаться в вашу повседневную жизнь. Потом вы начинаете что-то делать для того, чтобы это воплотить. Вот вы знаете, это замечательная история. Совершенно особенная история. Потому что нам известно очень много случаев, когда обращаются именно с таким вопросом. Произошла встреча с родственной душой, часто это РД-учитель. У человека появился этот глубинный, мощнейший духовный опыт, он познал себя, он увидел жизнь совершенно в других красках, он узнал, что такое настоящая жизнь. И он больше не согласен жить так, как раньше. Он не может, он не в состоянии. Но как жить по-новому, он не знает. Это то, что происходит при встрече с родственной душой. Импульс, раскрытие, познание, но в повседневности сложность. Нужен следующий шаг. К познанию того, что мы можем сделать
с этим потенциалом повседневности. И опять там у кого-то парный путь, то есть кому-то нужно действительно искать свою божественную половину, а у кого-то может быть одиночный путь. Он начинает искать в повседневности вот те сферы, в которых он может функционировать. Но когда происходит встреча с божественной половиной, то все это происходит естественным образом. И раскрытие громадного энергетического потенциала. И потом реализация его повседневности идет почти сама собой. Вот в этом совершенно особенный, отличительный феномен встречи с божественной половиной. Но. И вот тут большое но с большими тремя точками, с большим многоточием. Если вы достаточно открыты, и если вы прошли хорошее внутреннее очищение, тогда это происходит. То есть, опять, встреча с божественной половиной – это не манна небесная. Это не подарок с бантиком, о котором многие грезят и думают, что именно так и происходит. На самом деле люди, которые встретили свою половинку, они находятся чаще всего в недоумении после прошествия некоторого времени, когда начинается этап внутреннего очищения. И там начинается такое, на самом деле, что описано во многих произведениях. Вот очень яркий пример — это Данте, да? Да. Вот когда вот эти круги ада он спускается. Это настоящий, действительно, вот, ну, если так выразиться, ад, когда идет очищение. И тогда уже человек недоумевает, что происходит и почему. Потому что вначале показывается все в прекрасном свете, как и должно быть. Но только когда вы пройдете внутреннее очищение, если вы не сдадитесь, тогда уже у вас начнет выстраиваться то, что показывается в начале при встрече. На 6-м курсе, обучающий онлайн-курс, аудиокурс, графически мы показывали, как это происходит. И графически мы показывали именно на графике, почему этого иногда не происходит. То есть у близнецовых половинок есть два пути. Путь восхождения, который они должны совершить, и путь воплощения, который также они должны совершить. У кармических партнеров путь восхождения, скажем так, ограниченный определенным уровнем. У родственных душ путь восхождения практически неограниченный. Вы можете слиться с Абсолютом благодаря встрече с своей родственной душой, познать Абсолют. Но там нет пути воплощения, совместного пути воплощения. А у божественных половинок есть и то, и другое. Но нужно их проходить, и тот, и другой путь нужно проходить правильно. Там нет красной ковровой дорожки. Там нет такой самодвижущейся дорожки, по которой вас сама просто поведет по всему. Поэтому нужно знать очень много вещей. Нужно осознавать, чувствовать. Нужно чувствовать своей душой, своим сердцем. И душа и разум, или сердце и разум, они должны быть вместе. И тогда все происходит. И опять-таки происходит не совсем гладко. Нам неизвестно ни одного случая в истории вообще. И вот сейчас, сколько мы знакомы с парами божественных половинок, нам неизвестно ни одного случая, чтобы было, так сказать, без сучка и задоринки, все так вот, как по написанному. Такого просто нет. Итак, это рассмотрение трех основных типов феноменальных отношений между мужчиной и женщиной: кармические связи, родственные души, близнецовые пламена. И во всех трех случаях это наша родная душа. Во всех трех случаях это необычайные взаимоотношения, необычайные перспективы таких взаимоотношений и совершенно особенная миссия. Все эти случаи, все эти феномены, все эти три феномена, они являются выдающимися, из ряда вон выдающимися. То есть, если сравнивать со всеми другими типами взаимоотношений между мужчиной и женщиной, да, то они очень отличаются. Отличаются именно потоком энергии,
которая проходит между мужчиной и женщиной. Энергии там гораздо больше. Соответственно, и дары больше, и ответственность также больше. То есть, если совершаются какие-то ошибки, то они удваиваются, они усиливаются, они становятся в 10, в 100 раз более драматичными, более тяжелыми, с более тяжелыми последствиями. То есть это та энергия, та сила, которая обоюдоострая. Если вы встретили свою родную душу, кем бы этот человек для вас ни являлся, у каждой такой встречи есть своя миссия, есть предназначение. Мы говорили о том, что это может быть встреча на час, на несколько месяцев или лет, или может быть на всю жизнь. И если вы не выполняете эту миссию по тем или иным причинам, если вы не распознаете предназначение этой встречи, то в этом случае происходит, можно сказать, сбой программы. Вы начинаете как бы ходить по кругу, вы перестаете развиваться. Такие встречи, они даны для того, чтобы произошел скачок в развитии. Если такие встречи, даже так отметаются иногда, да, то есть люди сознательно закрывают поток этой энергии, они отстраняются от этого. Вот если это происходит, то ваше дальнейшее развитие становится очень и очень затруднительным. То есть это очень большая ошибка. Вот. Почему это долго объяснять? Если коротко, то объяснение такое. Либо у вас базовая программа парного совершенствования, либо у вас такой этап в жизни, когда вам нужно со своим партнером пройти очень такие серьезные, очень сильные, мощные уроки. Если же вы этого всего не проходите, то вы лишаете самого себя очень большого потенциала, очень большого дара. И потом вам уже будет гораздо трудней. То есть нужно будет совершать, скорее всего, какие-то длительные, мучительные действия по выравниванию своего положения. Вы знаете, вот люди, которые занимаются эзотерикой, духовностью, они, такие серьезные практики, основательные практики, они совершенно четко знают, что их самая первая задача в жизни – это развиваться духовно. Причем это не означает что-то такое отстраненное или лирическое, да, что-то такое поэтическое, нет. Это именно практика. Они накапливают энергию, они выходят на другие уровни, и все это дает им массу дивидендов. Там есть свои закономерности, там свой мир. Так вот, они знают, что если они совершают какую-то ошибку, то это, как знаете, как скала на вашем пути вдруг возникает. Вот представьте, вы идете дорогой, она может быть ухабистой, может быть ровной. Вот, идете дорогой, это дорога вашего развития. И вдруг вы совершаете какую-то ошибку, и посреди дороги, откуда ни возьмись, выросла скала, непроходимые горы. Вот неприятие встречи со своей родной душой или невыполнение миссии этой встречи – это такая гора на вашем пути. То есть вы могли ускорить свое развитие, могли выйти на другой уровень, но отвергли эту встречу, либо неправильно что-то, вот очень сильно неправильно что-то сделали, то есть наломали дров, и в результате на вашем пути вот такая гора выросла. Вы ее, конечно, можете преодолеть, естественно, перелезть через хребты и так далее, но сравните прямую дорогу с пересечением вот этой вот преграды. Вот что такое выполнение либо невыполнение миссии с родной душой. Это знают все духовные практики. Те, кто обладает видением, они это видят. У кого нет видения, они это могут почувствовать. Это очень важный момент. Также это важно и не только для духовных практиков, но и для тех людей, которые сосредоточены на повседневном плане.
Например, если вы отвергаете своего кармического партнера, который был, так сказать, негативным партнером, да, в надежде найти что-то более лучшее, то, скорее всего, вы ничего более лучшего не найдете. Вот. Это 99%. Либо вы найдете еще более худшее, еще более тяжелое наказание вам дастся, либо вы найдете такого человека, с которым жизнь вообще будет абсолютно бесцветной. Абсолютно бесцветной. И через некоторое время вы поймете, что не живете. А вот что такое отвергание, встреча с своей родной душой? Это просто примеры. Это не означает, что только это и больше ничего. Примеров может быть очень много. У нас нет времени для того, чтобы все это рассказывать. И самое главное то, что люди, которые осознают, что они живут не просто так в этой жизни, да, а они живут здесь с определенной миссией личной, то есть развиваться. Все мы здесь для того, чтобы развиваться. И мы просто все каждый на своем уровне. И если люди осознают, что то, что им дается в жизни, какие-то трудности или наоборот какое-то благо, это все не просто так. Это для того, чтобы человек проходил какие-то уроки. Либо он активно развивался, если это что-то положительное, и шел быстрее вперед, или если это какая-то проблема, то, соответственно, чтобы он вырос в духовном, в личностном плане и пошел дальше. То есть, чтобы больше это к нему не возвращалось уже там на пути. И тогда человек последовательно все принимает, что ему дается, благодарит за это и, соответственно, развиваясь, постепенно идет дальше. Мы говорим о парном пути. Очень мало есть на данный момент, есть очень мало понимания, что вот такие встречи, особенно встречи с родственной душой, это не для простой романтики, не для поэзии, тем более не для развлечения плоского характера, а это для очень интенсивного развития. Вот этого очень мало пока понимания. Допустим, в традициях тантры это очень хорошо известно, особенно тантра правой руки. Там это очень хорошо прописано. И те люди, которые знакомы с этим учением, они могут понять, о чем речь. Но в нашем обществе это находит мало понимания на данный момент. И одна из задач, которую мы должны выполнять, и которую надеемся, что выполняем, это донести вот это понимание, вот это видение встречи, что это для развития. Очень часто. Именно для этого. Развитие на пути парного совершенствования. Вот на этом уже нужно закончить. У нас есть вопрос, комментарий, но еще в конце хочется сказать, если вы встречаете своего кармического партнера или родственную душу, или близнецовую половину, не озадачивайтесь в первую очередь тем, кто же это именно, кто один. Что это за связь, да? Кто встретился? Кто вам встретился. Задача первая состоит не в этом. Первая задача состоит в том, чтобы это принять и пройти тот путь, который вам предлагают высшие силы. Пройти его грамотно, экологично. Это очень важно. А уже на протяжении этого пути возможно выяснение. Вы, возможно, это осознаете сами. В том числе вот и с помощью нашей информации, с помощью тех видеовстреч, которые вы можете посмотреть. То есть у вас может возникнуть собственное осознавание, для чего это. И такое происходит, нам пишут, мы знаем, что такое происходит. Просто это еще пока редкость. И нам очень хочется, и мы в этом направлении действуем, работаем, чтобы это было как можно больше такого осознавания. Чтобы гораздо меньше было драмы из-за непонимания того, кого вы встретили. Это дар, в любом случае. Это шанс. Это определенный, можно так сказать, энергетический кредит, который вам дается высшими силами, и который вы можете освоить, и который вы можете применить в своей жизни, сделав ее гораздо более насыщенной, гораздо более богатой, многогранной, яркой, интересной, успешной в том числе.